По непонятным причинам из всей экспедиции, состоящей из 6 полярников, которые стартовали к Южному полюсу от советской станции «Мир», домой смогли вернуться только 2. Всем привет! С вами Финемор. Некоторые исследователи считают, что в этом районе находится непонятное явление или устройство, излучающее электромагнитные, а может быть и гравитационные волны. Измерения, которые проводились с околоземных спутников, показали, что источником волн своеобразного радиомаяка является нечто, находящееся глубоко подо льдом. Южный полюс, или 6-й континент Антарктида, который был открыт в 1820 году экспедицией под руководством Беллинсгаузена, до сих пор считается одной из самых малоизученных и загадочных областей на земном шаре. Земля, покрытая многокилометровой толщей льда, так же таинственна и неприступна, как и 2 века назад. Антарктида, если переводить с греческого, это область, принадлежащая Антарктике, которая в свою очередь расположена против Арктики, севера. Здесь нет коренного населения, если не считать ученых, около 1500 человек, проживающих на полярных станциях. 6-й континент превосходит по размерам Европу и благодаря своему неприветливому климату остается единственной экологически чистой областью на планете Земля. Казалось бы, можно было изучить этот таинственный остров вдоль и поперек, но как в сказке. На пути исследователей Антарктиды стоят 3 препятствия, 3 мощных замка, преодолеть которые дано не каждому. Первое препятствие – это огромные просторы, омывающих материк 3 океанов – Атлантического, Индийского и Тихого. Штормы с волнами выше 5-этажного дома – здесь обычное дело. Далее, второе препятствие – это пояс плавучих льдов и айсбергов весьма немаленьких размеров. И, наконец, в-третьих, чтобы добраться до Южного полюса, предстоит пройти сквозь страну вечной пурги, в которой зафиксированы самые низкие температуры на Земле. Вот такой безжизненной снежной пустыней предстает пред нами Антарктида, но, возможно, когда-то здесь совсем не было льда. В Антарктиде экспедиция встретилась с чем-то далеко выходящим за рамки понимания. Вот одна из таких историй, которую рассказал выживший участник той ужасной экспедиции. В конце 50-х годов, по непонятным до сегодняшнего дня причинам, из экспедиции, состоящей из 6 полярников, которые стартовали к Южному полюсу от советской станции «Мир», домой смогли вернуться только 2. Вот что рассказал один из них. Когда экспедиция по прошествию 3 недель добралась до полюса, они срочно разбили лагерь и заснули. Когда утром вышли из палаток, то увидели в нескольких метрах от своего вездехода огромный светящийся объект, напоминающий по форме шар диаметром почти 20 метров. Этот шар вытягивался, принимая форму дракона или чудовища с длинным туловищем. Этот монстр то приближался, то отдалялся от них. Под ним с шипением плавился снег, и создавалось впечатление, что это чудище само издает звуки. Когда один из полярников с фотоаппаратом подбежал поближе, то шар превратился в длинную ленту, состоящую словно из дыма. Эта лента обернулась вокруг фотографа, и вдруг все отчетливо увидели над его головой нимб. Внезапно бедняга закричал и упал. 2 полярника одновременно выстрелили в ленту, и та, распахнувшись, взорвалась тысячами молний и искр. Уже само по себе все, что увидели люди, вызвало панический ужас и страх, но когда, подбежав к товарищу, они обнаружили, что тот мертв, у них началась просто паника. Его спецкостюм буквально расплавился, в золу превратился и фотоаппарат. Только поблизости осталась глубокая борозда от расплавленного снега. Полярники так и не смогли оправиться от трагической гибели товарища, когда на утро над одним из холмов они увидели материализовавшиеся из воздуха еще 3 шара одновременно, которые медленно начали приближаться к ним, меняя по пути свои очертания.
Полярники начали снова стрелять по шарам, а один из них схватил фотоаппарат. Внезапно, по словам рассказчика, из-за холма появился еще один шар, очень похожий на вчерашний, и одновременно перед его глазами начались видения. В воздухе нестерпимо пахло озоном, и он потерял сознание. А когда очнулся, то увидел, что двое из его товарищей мертвы, а третий словно сошел с ума. Объяснение этому странному явлению попытался дать в 1966 году Рой Кристофер, американский физик, который предположил, что у этих огромных чудищ Антарктиды плазменная природа. По всей вероятности, это сгустки плазмы, которые возникают на высоте до 800 километров. Некоторые же исследователи считают, что в этом районе находится непонятное явление или устройство, излучающее электромагнитные, а может быть и гравитационные волны. Так, измерения, которые проводились с околоземных спутников, показали, что источником этих волн своеобразного радиомаяка является нечто, находящееся подо льдом. Именно оно и создает мощную магнитную аномалию, существующую в Антарктиде. По некоторым данным, во время адмирала Бёрда это устройство находилось как раз под землей, что и родило определенную гипотезу о том, что планета Земля полая и что внутри есть подземные жители. А может, это на самом деле телепортал, некие энергетические ворота в параллельный мир. Если войти в них, то можно очутиться в параллельной вселенной или же оказаться в каком-нибудь отдаленном уголке вселенной. Некоторые уфологи уверены, что НЛО, а в данном случае к ним можно уверенно отнести и описанные выше огненные шары, очень часто появляются над материком Антарктида. Но откуда к нам прилетают шары и эти объекты? Вероятно, не из космоса, а именно из тех самых энергетических ворот. А здешняя магнитная аномалия является для них маяком, указывая кораблям пришельцев дорогу, возвращающую их в родную вселенную. Излучение от источника в Антарктиде заставляет подниматься в воздух летательные аппараты самого разного веса и переносит их по планете. Эти НЛО больше не летают в атмосфере, сжигая, подобно самолетам, топливо. Их здесь переносит с места на место энергетический луч, который исходит из телепортала. Южный полюс Земли таит в себе много загадок и тайн. На одной из очень древних карт он нарисован в качестве огромного материка, лишенного льда. Да и кто знает, вполне возможно, что тысячелетия назад он действительно был цветущей землей. Человечество до сих пор безуспешно пытается разгадать тайны Антарктиды. В течение прошлого века к ее берегам отправились очень много научных экспедиций, хотя не все из них были мирными. Сегодня уже практически доподлинно известно, что верхушка фашистской Германии посылала к Антарктиде свои корабли с надеждой создания там удобных баз для подводных лодок и первые поселения для будущей колонизации континента. Однако, самой странной экспедицией была организована в 1947 году, именно та, которой командовал тот самый адмирал Бёрд. Экспедиция представляла собой военную флотилию, в арсенале которой было современное по тем временам оружие, боевые самолеты и вертолеты. Говорят, что над океаном даже произошло сражение с появляющимися непонятно откуда НЛО, и именно это заставило американцев с большими потерями спешно покинуть Антарктиду. Недавно мировой ученый свет потрясла сенсация, ставящая под сомнение уже существующие практически все представления о том, какой мы считаем нашу планету. Английские ученые прослушали Землю новейшими глубинными сейсмографами и пришли к просто невероятному выводу. Внутри планета Земля, скорее всего, совершенно пустая. Многие приверженцы данной теории считают, что это является лишним подтверждением того, что именно в антарктических зонах реально существует вход в полярный мир. И эта гипотеза уже очень давно является головной болью всего научного мира. Русские ученые предприняли попытку найти и проникнуть в это подземное царство Антарктиды. В 1999 году научная экспедиция обнаружила в Антарктиде неизвестный вирус, иммунитета к которому нет ни у людей, ни у животных. Как будто волноваться вроде не о чем, ведь опасный вирус захоронен в мерзлоте.
Но по мнению ученых, с учетом того, что планете грозит потепление, вирус вполне может стать для человечества страшной катастрофой. По большому счету, ученые не знают, с чем же человечество столкнется в Антарктиде в самое ближайшее время из-за глобального потепления. А вдруг начнется эпидемия? Вирус, защищенный протеиновой оболочкой, в вечной мерзлоте сохранил свою жизнеспособность, и он станет размножаться сразу, как только поднимется температура в окружающей среде. Американские ученые достаточно серьезно отнеслись к этой страшной находке. Срочно организовали в Антарктиду экспедицию, которая взяла пробы льда, чтобы заранее отыскать противоядие. Но откуда же эта зараза взялась в Антарктиде, где, как говорится в песне, есть только льдины и пингвины, а вроде бы и больше никого и нет? Непонятно, но факт, на что специалисты только разводят руками. А вдруг Антарктида и есть тот затерянный материк, о котором уже несколько веков говорят и ученые, и обыватели. В итальянском издании «Аурапео» почти 50 лет назад сообщалось, что американские ученые нашли в Антарктиде следы высокоразвитой цивилизации. Барбьеро Флавия даже написал об этом книгу под названием «Цивилизация подо льдом», в которой выдвигает гипотезу о том, что печально известное государство древних атлантов находится именно под Антарктидой. Возможно, атланты, конечно, скорее всего их предки, до сих пор живут там. И если учесть степень развития их цивилизации, то существование огненных шаров может стать вполне объяснимым явлением. Вот только непонятна их агрессия по отношению к людям. Вроде бы и не мешает никак человечество существованию их жизни. Ведь мы же не строим в Антарктиде своих заводов и фабрик, не гоняемся за дешевым сырьем, не бурим лед и не взрываем его, пытаясь пробраться в сокрытые глубины. Не отправляем свои секретные военные экспедиции, следим за экологией на всей планете. Давно используем бесплатные и бесконечные источники энергии. Так почему же тогда эти существа относятся к людям с такой злобой и ненавистью? Ведь мы вроде бы разумные, добрые и вполне мирные соседи. Мне так и хочется добавить – добрые и пушистые. Увы, это далеко не так. В их глазах мы дикие, отсталые и очень злобные существа, которые жаждут уничтожить все вокруг, даже самих себя. Поэтому я нисколько не удивлен такой встречей, так как они просто охраняют свой дом от нас. Или я не прав? Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.